Здравствуйте, друзья! Нисколько не преувеличу, если скажу, что это необыкновенное растение имеет сказочно красивый вид и смотрится как дорогое украшение из бриллиантовой крошки. Называется это чудо природы хрустальная трава, а по-научному доротеантус. В роду этого растения есть однолетние и многолетние виды. Все они красиво и обильно цветут, а многие из них еще и выделяются своей необычной листвой. Листья, побеги и даже бутоны этого суккулента покрыты прозрачными пузырьками, которые при освещении переливаются словно усыпанные бриллиантовой крошкой. Из-за этого доротеантус еще называют хрустальной ромашкой. Растение хорошо разрастается, покрывая почву своими плотными, переплетающимися между собой побегами и мясистыми листьями. Высота кустиков может отличаться в зависимости от разновидности и сорта. Она варьируется от 5 до 30 см. Со временем образуется сплошной, сияющий на солнце покров. Пройти мимо такого зрелища нереально. Выглядит ледяная трава, особенно на солнечных участках, словно из сказки про хрустальное королевство. Ну а когда она зацветает, эта картина приводит в восторг. Цветы по виду напоминают ромашки или маргаритки. Их размер и окраска отличаются в зависимости от разновидности. Обычно их диаметр в пределах 3-6 см. Есть также растения, чьи цветки полностью раскрываются днем в солнечную погоду. Из-за этого доротеантус еще прозвали полуденным цветком. Данный почвопокровник очень засухоустойчивый. Это и неудивительно, ведь родом он из Южной Африки. Растению достаточно даже самых редких осадков, чтобы надолго запасти в своих мясистых побегах и листьях необходимую влагу. Плодородный грунт этому суккуленту также не нужен. Доротеантус способен приживаться даже на каменистых, песчаных и скудных грунтах. Это отличное растение для самых солнечных и жарких мест, для выращивания на альпийских горках и в южных садах. Кстати, цветет доротеантус не только красиво и обильно, но и долго. Некоторые его представители зацветают уже в начале лета, а заканчивают глубокой осенью. В средней полосе этот суккулент выращивают в качестве однолетника или заносят его на зимовку в помещении. Интересно, что многие содержат доротеантус как комнатный цветок. Культура очень неприхотливая и по-своему интересная. Например, листья этого суккулента можно использовать в косметических целях для ухода за кожей. Например, вместо дорогого лосьона. Вы удивитесь, но они еще и съедобные. Сочные хрустящие листики хрустальной травы употребляют в пищу. По вкусу они напоминают салат, только с небольшой кислинкой. К осени растения приобретают более насыщенный кислый вкус. Оставлять их на зимовку в средней полосе нет никакого смысла, так как они замерзнут. Но при выращивании в саду осенью побеги растения можно собрать и поставить в емкость с водой. Доротеантус продолжит расти даже без наличия корней. Удивительно, но он в таком состоянии еще и повторно зацветет. Вырастить хрустальную ромашку несложно из семян. Сейчас семенной материал уже не проблема найти в самых разных интернет-магазинах. Можно подобрать разные растения по высоте и окраске. Например, для декорирования подпорных стенок, ракариев и альпийских горок продают доротеантус маргаритковидный, сорта Yellow. Этот суккулент образует красивые низкорослые заросли из ярко-желтых цветов диаметром около 5 см. Раскрываются они с июня до октября. Растение отлично подходит для каменистых садов и контейнерного выращивания в домашних условиях. Также в продаже часто встречаются миксы, то есть семена, из которых у вас вырастут цветы разной окраски. Доротеантус запросто может претендовать на звание самого засухоустойчивого и яркого летника. Он с успехом приживется на камнях и песчаной земле. А вот застой влаги он не выносит. Частый полив ему совершенно не нужен. Для создания красивого цветущего ковра растения высаживают большими группами. Доротеантус также отлично подходит для декорирования бордюров, южных склонов и каменистых насыпей.
Он эффектно смотрится и в горшечном варианте. Только если вы захотите к нему подсадить другие цветы, учитывайте засухоустойчивые особенности хрустальной ромашки, так как ее легко перелить. Этот почвопокровник также поможет украсить опустевшие участки соцветшими весенними луковичными культурами. Несмотря на свою сказочную красоту и хрустальную нежность, растение невероятно выносливое и вполне может расти на постоянном солнцепеке, даже без полива. Такая особенность обусловлена тем, что в побегах и листьях этого суккулента постепенно накапливается почти 99% воды, а сверкающие на солнце пузырьки отражают лучи жаркого солнца. Из-за этого под растением почва всегда остается прохладной, благодаря чему его коротеньким и поверхностным корешкам вполне комфортно. Хрустальная трава – это идеальная живая мульча, надежно прикрывающая грунт от перегрева и высыхания. Можно сказать, что в жаркое, засушливое лето этот суккулент – самый желанный сосед для рядом растущих растений. У ледяной травы причудливые листья извилистой формы. Прочные побеги прижимаются и стелются по земле, полностью укрывая ее от солнца. Приблизительно в июне хрустальный покров расцветает. В это время массово раскрываются разных оттенков ромашки. Их диаметр небольшой, но цветов невероятное множество. И что удивительно, ледяная трава цветет до самых морозов. Но разве это не чудо? После цветения в миниатюрных коробочках завязываются семена. Их всхожесть до 3 лет. Они очень мелкие, поэтому высевать их требуется только поверхностно, не присыпая землей. Посев производят в конце марта, в начале апреля. Оптимальная температура для прорастания плюс 18 градусов. Рассаду важно не перелить. Полив проводят только по земле, чтобы вода не попадала на листья. Подросшие всходы аккуратно пикируют, а готовую рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая, то есть когда минует угроза возвратных заморозков. Расстояние между растениями выдерживает около 15-20 см. Этот суккулент любит солнечные участки и легкий с добавлением песка грунт, без застоя воды. Переувлажнение почвы и тень он не терпит. Доротеантус может пострадать от переизбытка влаги, поэтому подбирайте ему самое солнечное место и водопроницаемый грунт. Поливают доротеантус крайне редко, только в продолжительную засуху. Обычно растение довольствуется осадками. Если же вы не хотите выращивать рассаду, семена хрустальной травы можно посеять сразу в открытый грунт. Делают это в мае. Данный метод отлично подходит для занятых садоводов и тех, у кого нет места для рассадных емкостей. Но такие сеянцы зацветут позже растений, выращенных на рассаду. Для удобства перед посевом мелкие семена доротеантуса лучше смешать с песком. Кстати, выкопанный из осеннего сада доротеантус можно занести в дом и выращивать его как комнатный суккулент. Вы удивитесь, когда, оказавшись в тепле, он вновь порадует вас своими яркими ромашками. Повторюсь, что кроме своей хрустальной красоты, ледяная трава – это еще и отличное средство по уходу за кожей. Протирание свежим соком из растертых листьев хорошо увлажняет и разглаживает кожный покров, придавая ему бархатистость. Такая процедура особенно ценна летом, в жаркую погоду. Она хорошо освежает кожу, снимает ощущение стягивания и сухости. В заключение я хочу сказать, что этот красиво цветущий и засухоустойчивый суккулент можно с успехом выращивать не только в саду, но и на балконе, а также в домашних условиях. С выращиванием хрустальной ромашки справятся все. Главное – предоставить ей солнечное расположение и не переливать. Поделитесь и вы своим мнением по этому растению. Огромное спасибо вам за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. С нами вы узнаете о самых красивых, редких и неприхотливых растениях. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.